Всем добрый вечер. Хотел я сегодня замерить машину СК5. Подготовился максимально. Заменено только что масло. Час назад, два назад. Заменены все фильтра. Залит сотый бензин. Бывают такие моменты в жизни, что бы ты ни делал, но ничего не сможешь сделать по причинам от тебя независящим. Пошел дождь. Он, конечно, прогнозировался, но он пошел раньше. Да еще и сильный. Я все сделал, буквально все, только не хватает сухой погоды. Я даже не знаю, стоит ли делать замер. Сейчас все-таки попробуем. Я просто не знаю, если дальше через пару дней это все превратится в лед и снег, то замеры на летней резине будут абсурдом. На зиме результаты посредственные, мерить на зиме особо не вижу. Так как это все-таки 1.8 турбо, то тут важен малейший грамм в этой машине веса. Топлива у меня полбака, можно меньше. Но я надеялся, что я выкатаю этот бензин через 10 там замеров. По такому мокрому асфальту смысла выжимать максимум вообще нет. Можно только попробовать. И результат будет, я думаю, не самый лучший. Видео стоит записывать, нет, даже не знаю. Машина поехала классно, гудит тоже супер. Это бочки, как и моторейсинг. Едет, в принципе, легко. Пробуксовки на панели приборов я не увидел, возможно, ее и не было. То есть мало мощности, чтобы провернуть колеса, что я сомневаюсь. А возможно, она была. 7,9 вполне неплохо. Полбаки бензина и вот в такую скользкую погоду. Причем я еще, наверное, и не в пол педаль жал. Потому что я реально боялся такой мокрой дороги. Состояние, сами видите, дождь херачит. Но поехал очень легко. Я не ожидал, что он так может. Машина присела на заднюю ось, поднялся перед. Такие ощущения были в Саше. Но в Саше он более неуправляем был. Этот был управляем нормально, я только боялся. 3+5 и дорога уже стеклянная. Ну как стеклянная, она вся вот. И что это мы получаем? 7,9, да, особо не напрягаясь. Первый замер. То есть получается, что 1.8 турбо едет как Harrier 2 литра турбо на 230 сил. Интересно получается. Но Harrier тогда был на 98-м. Сейчас забуксовал чуть-чуть. Все, я отпустил. Первый раз я надавил педаль не сильно. Поэтому ускорение получилось легкое, и как вот он передачи отщелкивал виртуальные свои. Они тут вроде как есть, несмотря что это S-режим. То есть получается Sport Sharp соединили вместе с S-режимом. Что-то среднее получилось. По крайней мере чувствуется, как отщелкивает передачи сам. Когда я зажал в первом заезде педаль не сильно, потому что я боялся, еще раз повторю, из-за покрытия дорожного, машина поехала легко. Сейчас я педаль надавил не сильно, машина как бы раздулась, то есть поехала. Я додавил педаль до пола и понял, что машина не хочет ехать. То есть опять вот эта субаровская вариаторная тема. 100% нажатия педаль в пол, машина думает. Вот как-то так. То есть на нем, получается, надо плавно прожимать педаль, чтобы быстро поехать. Но в принципе для вариаторной Subaru это норма. Первый заезд всегда нормальный. Прям чувствуется, как машина едет. А вот последующие... Но, тем не менее, 8.06. Я думаю, 7,5 секунд он запросто по драге поедет. Но если подключить все мои соображения, которые я умею, так сказать, относительно Subaru турбовой на вариаторе. Если он будет выезжать из 7 секунд, там 6.95 показывать, то это будет вообще фантастика просто. Тут Forester SJG иногда вот тут 100 говорит, на этом месте. Интересно, интересно. Явной пробуксовки колес я не чувствую. На Forester SJG такое бывало здесь. Причем в погоду
Не дождливую, а отпотевшую. Дождь я не гонял. Возможно, за счет того, что тут мощности меньше, то есть колеса в букс сразу не срываются, а дальше он уже подключает все свои неотключаемые системы. Стабилизация у меня выключена, но на Subaru полностью стабилизацию отключить можно только с помощью предохранителя какого-то, поэтому он иногда помогает. Интересно очень. Пока он меня только удивляет. Несмотря на то, что это просто огромная машина, ее можно сравнивать, я не знаю, с Прадиком уже. Ну, по крайней мере, по вот виду из-за руля на капот. По высоте-то, конечно, нет. 7,99. Дороги, которая стеклянная. Лужа. То есть тут, ну это не лужа, но это слой воды на дороге, который никуда не уходит. И он не испаряется, потому что плюс 4 всего. В машине полбака, у меня машина с вещами. Я на стандартных колесах, на стандартной резине, которая далеко там не какая-то низким сопротивлением качению. 7,5 он точно поедет. Но, к сожалению, сегодня этого не получится добиться. Ведь можно же сюда тоже найти легкие диски, типа CE. И скинуть нафиг эти полсекунды сразу на одних дисках и резине. Так что, ребята, на SJG я не знаю. SJG, который ухоженный, который не замученный, тот поедет. А есть же SJG, которые не едут, которые сами едут 8 секунд, там 7,5. Какое зато удобное место для драги. Это воздуховод на лобовое. И получается, он там лежит и вообще никуда не девается при ускорениях. Надо просто отметить. Да. Не это явно надо отмечать. Сейчас он продуется. Не могу я привыкнуть к этому климат-контролю. Отметить надо то, что у машины при максимальном нажатии на газ поднимается морда. То есть очень сильно и заметно. И это все связано с тем, что он мягкий по ходовке. То есть он сбитый, но мягкий. При нажатии на газ максимально морда поднимается. Так было на Forester SH. Но там было страшновато, если особенно первый раз. Здесь уверенно. Здесь мне было страшно, потому что покрытие опасное. Плюс 4 и много воды на асфальте. Но что я хочу сказать. В такую погоду мои замеры и лучше 7,9. Казалось, если не полностью утапливать педаль в пол, машина едет лучше. Подхват получается лучше, раздувается легче, нежели утопить педаль сразу на 100%, прям до пола докоснуться. Так не надо делать, чтобы быстро поехать. С погодой не повезло максимально. Плюс 4 и дождь. Да, я очень сильно удивлен, то что 1.8 турбо, он, кстати, тяжелее килограмм 70, по-моему, он тяжелее, чем SG. И едет из 8 секунд, выезжает точно. Возможно, выйдет из 7 при хороших условиях, если сопоставить все факторы. Но, к сожалению, пока это не получится сделать. Бочки, звук. Тут бочки с SJG. Звук вообще офигенский. Надо еще центр делать. Что-то 100 прозвучало аж на 120 км в час. Печка включена, все включено. Блин, тормозит быстро, вообще быстро. Быстро и уверенно машина тормозит. В общем, замер получился, поехал быстро. По ощущениям, поехал с горы, там, где никогда вариатор быстро не едет. Чувствовалось переключение имитации передач. Замер, видите, 7,63. Это с учетом наклона. 7,63. С того места, где Хорек ехал. Примерно столько же Хорек с того места ехал. Только он был на 98-м бензине. В сухую погоду он ехал. Правда, на зиме. На этой машине можно тягаться с Харриером. 2 литра на 238 сил. В стоковой машине. А ведь тут можно еще приложить руку без всяких прошивок. Ну, так сказать, более гоночные условия создать для этой машины. Я удивлен. 1.8, 177. Фантастика. Сегодня такие у нас дождливые замеры получаются. С этого места
SJG быстро никогда не. Мы попробуем. Единственный косяк, я сразу нажал на 60%, я это видел, можно было чуть сильнее нажать. Легко, кстати, ориентироваться по вот этому проценту нажатия на педаль газа. Очень довольно-таки легко. Нажимаем и смотрим, как там сотка, все, педаль дальше не давим. Нет смысла утапливать педаль в пол, чтобы машина поехала. Сейчас замер был 8.10. Но я тупанул, точно могу сказать. Сейчас еще с этого места попробуем. По уклону нормально. Да, машина интересная, конечно. Очень интересная. По ощущениям гонка. Все там эти хейтеры, и как вас по-другому назвать, я не знаю. Специалисты гонка, не гонка. Но тачка эмоций дарит на разгоне точно. Несмотря на то, что там 8 секунд плюс-минус. Ну, конечно, 8 секунд это такие себе циферки. Наверное, многие машинки способны их показывать. Поэтому в сравнении с кем-то будет печально. А когда ты один, Subaru так умеет делать. Я это замечал не единожды, что тебе кажется, что ты в очаге шторма, как в песне, да? Несмотря на то, что замеры посредственные. Так, ладно, помчали. Вот, 100. Я педаль в пол не утопил. Он показывает 100%. Так, ладно, помчали. Вот, 100. Я педаль в пол не утопил. 60. Показывает 100%. 100. Машина очень быстро поехала. Пробуксовку не ощутил. Может, он реально распознает условия дождь? Или может, это резина такая классная, Falken, с маркировкой M плюс S? Не понимаю. Но SJG точно бы буксовал на этом. Ну, потому что на 100 лошадей больше. Вообще фантастика какая-то. Педаль в пол топить не надо. Утопил до пола, почувствовал пол под ногой, все, машина захлебнулась. Утопил педаль куда-то там, увидел здесь 100%, все, так и держи. Дальше не надо. И машина едет быстро. Супер. Пушка-гонка. По крайней мере, ощутить ускорение — это вообще свободно. Причем с такими эмоциями, когда машина, ну так, приседает назад. Это тоже такие интересные эмоции. Конечно, от скорости у тебя в глазах не потемнеет, и мозг у тебя назад не уедет. Но если ты сидишь за рулем, если ты будешь сидеть в пассажирском, бывает такое, что ты не готов, и резкое ускорение, у тебя мозг как будто поехал куда-то. 7,9. 7,9 в такую погоду, елки-палки, 1,8 мотор, 177 сил, тонна 600 веса почти. Я охренею. На огромном салоне, на огромнейшем салоне. У Форестера таких салонов еще не было. И, по-моему, ни у кого нету. Accent только, наверное, больше. Outback сомневаюсь, что больше. И это при том, что мы можем еще уменьшить литров на 15 запас топлива. Сухая погода нам нужна. Почистить дроссельную заслонку. Помыть машину в конце концов. Получается, если у вас не едет SJG, а такое встречается часто, судя по отзывам, и едет вот этот, то они будут ехать наравне. Прикольно. А ведь когда Subaru его выпускала, вот этот 1.8, я находил такую статью, где какой-то представитель компании Subaru, или это видео было, говорил, что, ребятки, не расстраивайтесь, хоть 1.8, но в ощущениях вы сильно не потеряете. То есть мы уменьшили объем цилиндра, но увеличили ход поршня, ньютонов осталось 300 вместо 350, то есть эмоции он вам дарить будет. В принципе, я сюда ехал, честно говоря, не ожидал ничего суперского от разгона. Но на этой дороге, вот в таком виде, азарт есть. Subaru так умеют делать. И эмоции тачка точно дарит. То, что там говорят, для домохозяек большой. Какая домохозяйка? Комфортный большой автомобиль в первую очередь для водителя. То есть тут едешь в комфорте, тут шумка лучше, тут алькантара классная, тут большая приборка, все видно. Еще бы прошивки были бы нормальные.
его свободно можно вывести на 6,5, как едет стоковый JG, да. Показала практика, этот тюнинг с прошивками на вариаторных Subaru не всегда дает положительный результат. Точнее, я еще ни одной не встречал, чтобы она поехала лучше. В лучшем случае они едут так же, как и ехали. В худшем бывает наоборот. А ведь еще можно попробовать в ручном режиме, как мы добивались максимальных значений на SJ. Тут на 110 сказал, вот чувствуется аквапланирование. Уже, короче, не стоит гонять, потому что тут надо тормозить, а там лужа. Я на тормоз нажал и почувствовал, как покрышка пролетела по лужам. Но машина едет классно, по ощущениям классно. Я не говорю, что это супер гонка, но она реально гонка для своих 1.8, для такого кузова большого. В этом месте получилось 8.03. Даль зажал не сильно, 92 он показывал. Сотку не получилось набрать. Но я пытался именно ловить этот процент нажатия. Поэтому что? Ждем улучшения погодных условий, которые наверняка будут. То есть, если я 2.5 замерял, я там не знал, чего ожидать. И замерил, ну, 9,2, там что-то такое. Здесь я тоже не знал, чего ожидать. Ну, то, что он будет ехать как примерно 70% SJ-ов, которые что-то с ними там не так, я этого не ожидал. Чувак на SJ ехал за мной, сейчас что-то напрямую вырвался, куда-то вперед поехал. Я увидел раздвоенный выхлоп, и там, где должна быть лейбочка HT, у него дик было, ну, то есть типа турбо. Эх, чувак, не было бы сейчас дождя, я бы, честно говоря, попробовал за тобой угнаться. И я думаю, ты бы очень был удивлен прыти вот этой большой машинки. По крайней мере, я бы у тебя где-то на хвосте, наверное, сидел. А у меня же там сзади еще этот выхлоп видно, какие мотобочки висят. У него просто накладка. Это как-то он там называется, не помню уже, с хромированными накладками. Поехал дальше спокойно, обратите внимание. То есть чувак просто догнал меня в бампер, ехал за мной, ехал, потом резко ускорился на прямой, типа объехал, теперь едет спокойно. Можем проделать то же самое, но уже не хочу. Какие-никакие я замеры получил, 8 секунд, неожиданно для такой погоды, для такой машины. Лучшая 7,6. Вообще фантастика. Для преобладающих условий. Здесь вот где гонщики гоняют, и у меня получилось 7,6, оттуда SJ будет 7 секунд ехать. То есть не любой SJG там поедет нормально. Мой никогда там максимальный лучший результат не показывал. Где этот показал максимальный лучший результат в не лучшую погоду. Дождь фигачит. Чувак куда-то хотел поехать, сам не понял куда. Ночная дорога, фары, ближний свет фар, дальний свет фар. Попали в яму, в которую Прада вообще не стесняясь заезжал. И говорил, что там ямы нету, не придумывайте. Ну, честно говоря, тоже я не особо ощутил. Но ощутил. На SJG это жестче. В общем, если кто задается вопросом, брать ли такую машину или не брать, я вам отвечу смело, берите. Она даже 3 лимонов стоит. Ну, если она на алькантаре. Ну, а турбо, естественно, на алькантаре. Ну, и STI только на коже. И я хочу STI, да. Но я не хочу кожу. Я хочу алькантар. Соответственно, STI отпадает. Хотя он такой более выраженный и красивый, так сказать, нежели обычный турбо SK5. Зато на Форестере вот тут вот ровчик такой. Бах, бах, съехал. Еще раз съехал. Сейчас задом на эту подъезжает.